Идея создания настоящего привода появилась еще во время разработки первых чертежей модулей снабжения. Тогда стилистика была простая и создавалась на основе оригинальной анимации. Задача стояла в том, чтобы сделать чертеж для создания простого и красивого макета, а не настоящего привода. Для деталей креплений баллонов и даже лезвий предполагалось использовать пластик. Металлических деталей, за исключением стягивающих болтов, в данной модели не было. Попытки по разработке чертежей настоящего привода начались с создания модели корпуса катушки. Соблюсти оригинальную стилистику практически не удалось. Самой большой проблемой стала ее опора, диаметр и форму которой пришлось сильно изменить ради прочности будущей конструкции. А вот и первый чертеж привода, в котором были попытки создать уже нечто рабочее и пригодное для использования. Конструкция в то время была крайне примитивной. Катушки должны были вращаться благодаря вырабатываемой детонирующим водородом энергии, которая питала аккумулятор от мотоцикла. Сам же аккумулятор, в свою очередь, должен был приводить в движение электромагнитные двигатели на катушках. Но, увы, двигатели нужной мощности найти не удалось. Кроме того, использовать водород как топливо было слишком опасно. Одно из немногих достижений этого чертежа – основа для формы ручного контроллера привода. Она создавалась по артам, сделанным для оригинальной анимации. Эта основа помогла в будущем сделать окончательную версию РКП. С созданием чертежей лезвий не было особых проблем, однако их длина достаточно часто менялась. Чем длиннее лезвие, тем сложнее с ними обращаться. В то же время радиус поражения должен быть достаточно широким, так как устройство изначально предназначено для убийства гигантов, которых, увы, не существует. В данном чертеже все еще не был отброшен опасный и сложный принцип использования водорода как топлива. Но тут уже появились первые модели гарпунов и их пусковых устройств, оснащенных лазерными целеуказателями. Кроме того, была добавлена рабочая тросовая система. Перед вами практически законченный чертеж рабочей модели привода пространственного маневрирования. Ему не хватает тормозной системы и некоторых дополнительных деталей, которые были разработаны позже. Итак, корпус. Литая основа, на которой держатся самые важные детали привода. 6-мм сталь в центральной части и 4-мм в боковых элементах. Сама по себе эта деталь очень прочная, но если потребуется несколько дополнительных ребер жесткости, их всегда можно добавить. Конструкция привода это позволяет. Корпус-держатель и основной вал служат для осуществления зубчатой передачи вращения от двигателя к катушкам. Форма корпуса обеспечивает жесткую фиксацию, что очень важно для слаженной работы такого механизма. За исключением самого вала и болтов, сделанных из стали, все остальное в этом модуле алюминиевое. Сердце привода – двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Он вращает основной вал, опять-таки путем зубчатой передачи, вдыхая жизнь в привод. Как правило, такие двигатели устанавливают на мотоциклы и скутеры. Учитывая пропорции в размерах, его мощность может достигать 2-3 лошадиных сил, если не больше. Он крепится к основному корпусу. Катушки – один из самых сложных модулей. Их задача – сматывать тросы при выстреле гарпунно-пускового механизма и сматывать их после этого. Вращение катушек обеспечивают два дополнительных вала, соединенные с основным. В конструкции катушки много ребер жесткости, что дает более чем достаточную прочность, даже при том, что не все детали сделаны из стали. Когда все эти модули собраны вместе, можно установить пластиковый корпус и стяжки двигателя. Функция корпуса довольно проста – защита центрального вала. Если что-то попадет в шестеренки во время вращения, модуль может серьезно пострадать. Да и не только модуль. К примеру, пальцы туда совать точно не стоит. Что же до стяжек двигателя, то их задача в обеспечении жесткой фиксации двигателя относительно основного корпуса. Для того, чтобы спина, на которой будет закреплена эта часть привода, чувствовала себя комфортно, нужны эти подушки. Они сделаны из огнеупорных материалов, так как двигатель будет очень сильно нагреваться во время работы. Шестеренкам внизу тоже требуется защита от инородных тел. Тут также устанавливается пластиковый корпус, который не дает шестеренке или чьи-то неосторожные пальцы в обиду. Гарпунно-пусковые механизмы, сокращенно ГПМ, очень сложный модуль. ГПМ оснащен камерой сгорания, лазерным целеуказателем, сборным корпусом с хорошей изоляцией, генератором пьезоэлектричества, а также отдельным модулем с микросхемой. Благодаря этому модулю в нем обеспечивается своевременная подача водорода и его детонация. Крепится ГПМ на поясной ремень.
Модули снабжения привода, сокращенно МСП. Их задача понятна даже из названия. Массивный корпус хранит в себе заточенные как бритва лезвия. Также на каждом из модулей находится по 2 баллона. Большой баллон снабжает двигатель бензином, а маленький подает водород в камеры сгорания гарпунно-пусковых механизмов. Ручные контроллеры привода, сокращенно РКП. Задача этого модуля – подавать нужные сигналы в микроконтроллер, а также тормозить смотку или же размотку троса. Кроме того, РКП используется для захвата лезвий, что делает его полностью боевым модулем. Благодаря удобной форме кнопок и корпуса он легко ложится в руку. Практически все его детали сделаны из стали, так как деформация в конструкции этого модуля недопустима и должна быть сведена к минимуму. Сигналы РКП передает приводу через провод. Тут, к сожалению, не показано ответвление от него, которое должно вести провод к тормозу, но все это будет наглядно продемонстрировано позже. Микроконтроллер – мозг привода. Как вы могли заметить, все провода подключаются к нему с помощью разъема, который обычно называют тюльпаном. Задача микроконтроллера – обмениваться сигналами с модулями, следуя заложенной программе. Крепится он поверх защитного пластикового корпуса. При этом он находится достаточно далеко от двигателя, чтобы не перегреваться. Гарпуны. Несмотря на сложное внутреннее устройство, задача такого гарпуна проста. Вылетев из гарпуна пускового механизма, он должен вонзиться в объект или плоскость как минимум наполовину. Затем он при натяжении троса должен раскрыться подобно цветку, надежно закрепившись в этом объекте. Как только натяжение троса станет слабым, гарпун должен закрыться и покинуть объект. Вот и все. Не считая пары небольших деталей, привод пространственного маневрирования собран и готов к работе. Недостающие детали будут показаны в следующих главах. Ручной контроллер привода. Наверное, это самый эстетически красивый модуль. Его детали скрепляются обычными болтами. Пластиковая деталь цвета дерева придает ручке овальные черты, так что контроллер вполне удобно держать. Для начала давайте посмотрим, из чего состоит корпус РКП. Под парой деталей из 2-мм стали находится основной корпус из прочного пластика. Идеально подогнанные по размеру кнопки используют пружины для возвращения в прежнее положение после нажатия. Они также сделаны из пластика, чего нельзя сказать об их сердцевине. Но об устройстве кнопок, а также замыкании контактов расскажу позже. Рычаг тормоза. Довольно примитивная часть РКП. Все помнят, как были устроены велосипедные механические тормоза. При нажатии на рычаг стальной трос в резиновой оболочке натягивается, и специальное устройство пережимает его. Для того, чтобы увеличить давление на трос при нажатии, в пластиковом корпусе пришлось сделать специальный паз. Пластиковый корпус состоит из 2 одинаковых деталей. Это сделано для того, чтобы не было сложностей с протяжкой проводов. Как видите, их внутри немало. К каждой из 2 кнопок ведет витая пара. Специальные пластиковые детали подводят витые пары к металлическим пазам, с которыми соприкасаются скобы, что внутри кнопок, тем самым замыкая контакты. Литая стальная деталь, которую вы видите прямо над пластиковым корпусом, служит для относительно жесткой фиксации лезвия, которое в нее вставляется. Пришло время показать принцип работы механизма захвата лезвий. С виду он может показаться сложным, но на самом деле довольно прост. Верхняя деталь с флагом легиона разведки является своего рода задвижкой на пружине. Она в силу ее конструкции может двигаться только по одной оси. Что же заставляет ее двигаться? Для этого нам и нужен курок. Когда мы нажимаем на него, он приводит в движение еще одну деталь на пружинах, которая в свою очередь толкает вверх нашу задвижку. Когда мы отпускаем курок, все детали возвращаются в свое прежнее положение. У задвижки есть 4 фиксатора с косым срезом. Это сделано для того, чтобы лезвие было проще вставить в паз, исключая некоторые механические проблемы. Когда лезвие встало в паз, курок можно отпустить. Фиксаторы под действием пружин сжатия целиком входят в отверстие, что специально для них высверлено в лезвии.
Теперь РКП готов к боевым взаимодействиям. Давайте посмотрим на провод, что выходит из нижней части РКП в разрезе. Тут схематично изображены две витые пары, что подключены к кнопкам и обозначены красным цветом. Зеленый провод – это металлический трос тормоза в специальной оболочке. Казалось бы, все об устройстве РКП уже рассказано, но надо еще показать, как устроена кнопка. Она состоит из двух одинаковых пластиковых деталей, которые клеятся друг к другу. Но прежде чем склеивать, в них кладут специальную металлическую скобу, которая впоследствии будет замыкать контакт в своем пазу. Корпус для кнопки стоит делать из достаточно прочного пластика. Впрочем, все пластиковые детали в РКП должны быть достаточно прочными, потому как это в первую очередь боевой модуль. В модулях снабжения привода слабо удалось передать стилистику из оригинальной анимации. Впрочем, главное, что их устройство очень простое. Давайте для начала полностью разберем весь привод на составляющие, дабы можно было быстро показать все этапы сборки. Несложно догадаться, что этот паз для хранения лезвия. Всего таких пазов 4, а деталей в основе корпуса 10. Их сперва клеят друг к другу, а затем в каждый из 4 пазов вставляется пластиковая деталь, которая фактически не дает лезвию выпасть. Затем вставляются еще 4 детали из очень прочного пластика, которые будут держать лезвие в нужном положении и не дадут им царапать острой кромкой другие детали. Когда корпус готов, можно положить сверху первый баллон. В нем будет храниться бензин. Такой баллон должен выдерживать давление в несколько атмосфер. Если поставить на привод обычные баллоны, то шансы у пилота превратиться в живой факел многократно возрастут. Теперь нужно закрепить всю конструкцию стальными фиксаторами. Первые два из них одинаковые, однако третий отличается, так как на нем есть дополнительная деталь, которая не даст баллону выпасть. Осталось прикрепить последнюю деталь с жесткой фиксацией в этом модуле. Это стальное крепление, к которому пристегивается ремень. Всю конструкцию стягивают 20 болтов, что обеспечивает очень хорошую жесткость и прочность конструкции. Пришло время установить крепление для второго баллона и, наконец, вставить в них сам баллон. Они из пластика, и их нужно клеить поверх стальных фиксаторов. Почему клеить и почему пластик? В этом баллоне водород для гарпунно-пускового механизма. Если он взорвется при поломке привода, то пусть лучше отлетит в сторону, сломав крепление, чем останется на модуле снабжения. На ремне, что держит модуль снабжения в нужном положении относительно Земли, есть две стальных скобы. Одна из них крепится к модулю снабжения, а вторая – к основному корпусу привода. Гарпунно-пусковой механизм – достаточно сложный в устройстве модуль. Его задача – отправить гарпун в полет, причем с такой силой, чтобы он смог воткнуться, к примеру, в дерево. Начнем, пожалуй, с корпуса. Он стальной, толщиной 3 мм в самых тонких местах. Состоит он из двух одинаковых на первый взгляд деталей, но это не так. В правой есть углубление, а в левой, наоборот, словно выдавлена такая же форма. Это сделано потому, что камера сгорания должна быть относительно герметична, иначе пламя во время детонации водорода будет вырываться из всех щелей. Для того, чтобы защитить трос от взрыва, внутри корпуса устанавливаются 3 детали – протектор, кольцо и пружина. Как они работают, вы увидите позже. Больше никаких деталей ставить внутрь корпуса не надо.
Немаловажная часть ГПМ – лазерный целеуказатель. Нет, не лазерная указка, а именно мощный целеуказатель с аккумулятором в корпусе. У основного корпуса есть третья деталь. Ее задача – крепить все остальное к камере сгорания. Когда эта деталь установлена, можно стянуть конструкцию болтами. В идеале ее нужно стягивать, когда ГПМ уже прикреплен к системе ремней, но ее вы увидите только в последней главе. Когда все детали корпуса зафиксированы, можно закрепить направляющую катушку для троса. Без нее трос слишком сильно бы болтался по пути от катушки. Затем нужно закрепить на корпусе генератор пьезоэлектричества и вставить в паз особый модуль с микросхемой. Задача генератора – создавать в нужном месте искру. В каком именно, увидите позже. Что же до особого модуля, то сейчас все объясню. В этот паз подается водород. Отсюда идет сигнал к пьезогенератору. Центральный паз принимает сигналы от микроконтроллера, а этот внизу направляет ток из пьезо на другую сторону корпуса. Прямо через этот провод в эту вилку. Где именно происходит искра, можно уже не объяснять. Итак, пришло время зарядить гарпун, а затем, подав сигнал от микроконтроллера, открыть клапан и частично заполнить камеру сгорания водородом. Количество газа, которое попадает в камеру сгорания, должно составлять 40% от ее объема, дабы смесь водорода с кислородом стала гремучей. В этом случае взрыв будет очень сильным, а нам это как раз и нужно. Когда газ более-менее равномерно распределится по камере, пришло время активировать пьезогенератор. А вот и наша искра. В момент детонации газ начинает расширяться с бешеной скоростью. Взрыв выталкивает гарпун из ствола. Кольцо, толкаемое пружиной, встает на место, тем самым не давая протектору троса сломаться. В конце концов, на тросе будет висеть не только масса привода, но и пилота. Соответственно, протектор не должен болтаться, иначе попросту расколется и даже нарушит герметичность камеры сгорания. Вот и все. ГПМ собран и готов к стрельбе. Нельзя сказать, что устройство гарпуна сложное. Проблема лишь в том, что он действительно маленький. Всего лишь 6,5 см в длину. Это скорее маленькая многоразовая пуля. Так вот, у этой пули 4 лепестка, с одного из которых мы и начнем обзор ее устройства. Сверху на лепестке зазубренная поверхность. В нижней же части лепестка есть особый паз, внутри которого располагается вот эта деталь. Одна из ее частей крепится к лепестку, а другая к вот этой. Назовем ее так – крестовине. Теперь рассмотрим все 4 лепестка. Все они идентичны первому, а соответственно также крепятся к крестовине. Люди с развитым инженерным мышлением уже должны были понять весь принцип работы, но я все же объясню для непосвященных. Давайте раскроем лепестки нашего гарпуна, затем вставим еще одну деталь внутрь, причем вплотную к крестовине. Прикрутив ее болтом к той самой детали, мы закончили основную часть внутренней конструкции. Гарпун пока что закроем. Именно к этой детали будет крепиться трос. Теперь раскроем гарпун как надо.
Как видите, крестовина приводит в движение детали, которые в свою очередь открывают лепестки гарпуна. Таким образом, гарпун, воткнувшись во что-то, раскрывается внутри и не выпадает оттуда. Между крестовиной и этой частью корпуса следует установить очень мощную пружину сжатия, дабы гарпун, если натяжение троса ослабло, мог самостоятельно закрыться. Если и делать такие гарпуны, то только из титана. Сомневаюсь, что какой-либо другой материал выдержит нагрузки, которые будут действовать на все детали этого гарпуна. Сейчас пришло время рассказать о том, как ведут себя тросы в приводе пространственного маневрирования. Тросовая система устроена не слишком сложно, но достаточно технологично. Также тут появился модуль тормоз, которого не было в чертежах на момент создания первых глав. Для начала рассмотрим основной вал. Именно благодаря тому, что он вращается, вся тросовая система приходит в движение. Вращает его двигатель внутреннего сгорания, но об этом позже. Теперь посмотрим на то, как этот вал вращает два дополнительных вала, что находятся под основным корпусом и установлены в катушках. Все работает, и это главное. Однако далеко не всегда в управлении приводом нам придется использовать обе катушки одновременно. Именно поэтому каждый из валов катушек может отстыковаться от основного, благодаря особым механическим модулям. Нажатая кнопка на правом РКП отстыковывает левый вал и изолирует его от основного. Нажатая кнопка на левом РКП, соответственно, отстыковывает правый вал. Эта реверсивная система достаточно удобна, но в ней есть один минус. Чтобы шестеренки не заедало при таких манипуляциях, они всегда должны совершать определенное количество полных оборотов. Впрочем, эту проблему можно решить и изменив форму шестеренок, так как эти изображены грубо и схематично. Теперь подробнее о катушках. Здесь представлен уже относительно готовый чертеж. Уберем для наглядности крышку и половину катушки. Здесь трос крепится к катушке металлической скобой. Не слишком прочное крепление. Впрочем, вариантов более жестких креплений масса, вплоть до того, что есть вариант напрямую соединить скобу с валом. Покидая основную катушку, трос проходит еще через три, направляющая в основании, еще одна меняющая угол направления и последняя направляющая трос в ГПМ. Однако трос надо ведь в большинстве случаев притормаживать. Именно о системе тормозов сейчас и пойдет речь. Уберем для свободного обзора большую часть ГПМ. Даже группу деталей протектора. Тут все наглядно и понятно. Металлический трос тянет деталь, которая прижимает резиновой прокладкой трос к корпусу тормозной системы. Лучше посмотреть на это еще раз с другого угла. Не стоит забывать, что центральный вал вращает дополнительные в противоположных направлениях, поэтому трос в другой катушке смотрен по-другому. А вот и тот самый модуль, который заставляет дополнительный вал опускаться и подниматься. Его внутреннее устройство все еще в разработке, но в принципе в нем нет ничего сложного. Пришло время разобрать катушку на составляющие. Тут, думаю, комментарии излишни. Разве что вот направляющая деталь дополнительного вала. На этом разбор тросовой системы закончен. Двигатель внутреннего сгорания в приводе пространственного маневрирования – это, по сути, основа от мотоциклетного двигателя, которую переделали под данное устройство. В данной главе мы снова начнем все именно с основного корпуса, потому как двигатель, а также почти все объекты в данной главе крепятся именно к нему.
Сначала идет корпус, после которого устанавливается направляющая деталь. Теперь время установить двигатель, а затем и основной вал. Давайте посмотрим, как двигатель вращает его. Все отлично, шестеренки не клинят, хотя их лучше подгонять вручную. Выхлопных трубы тут целых две, потому как и цилиндров у нашего двигателя два. Но эти трубы сперва сильно уменьшают свой диаметр, а под конец объединяются в стилизованные под оригинальную анимацию детали. Из-за сильного уменьшения диаметра труб в них возникнет неплохое давление, которое заставит выхлопные газы буквально вырываться из этого сопла. Время установить свечи зажигания на цилиндры, а затем подключить их к микроконтроллеру. Но нельзя забыть о топливе. Его подключать нужно в самый последний момент. Два баллона с бензином, сделанные по чертежам, подключаются к специальным клапанам на цилиндрах двигателя. Посредником между баллоном и клапаном должен быть инжектор, проще говоря, струйный насос, но он в данных чертежах не изображен. Пора установить пластиковый корпус, защищающий валы. А затем, как и во второй главе, стяжки двигателя. Каждая из стяжек прикручивается к двигателю 4 болтами, по 2 с каждой стороны. Время показать мозг нашего привода. Для подключения контактов модулей используются простые разъемы тюльпан. Такие вы могли часто видеть в различных мультимедийных устройствах. Микросхема спрятана под прочным пластиковым корпусом, который защищает ее от пыли, хотя от влаги или огня не сможет уберечь. Давайте включим микроконтроллер. Загоревшийся диод показывает, что питание есть. Следующим шагом снимем крышку, дабы увидеть микросхему. В самом центре находится микроконтроллер, проще говоря, программируемый чип. Все остальное лишь дополнительные модули. Думает и приказывает в приводе только он, но если не считать пилота. Синий разъем верхней части микросхемы подключает к свечам зажигания и ко всему двигателю в целом. Два разъема с каждого бока принимают сигнал от РКП, оранжевый выстрел, зеленый смотка тросов. 4 разъема внизу отправляют сигналы модулям привода, черный выстрел, красная отстыковка вала. Самым сложным будет написать программу для привода и вложить ее в микроконтроллер, но если нет опыта в этой области. Знающие люди сделали бы все предельно быстро. В любом случае, без этого модуля никуда. Привод должен быть умным. Оригинальная система ремней из анимации не будет работать. При одном ее виде у подкованного в научном плане человека сразу возникает в воображении рентген 2 переломанных ног. Тут же система больше напоминает альпинистскую. Ремни держат пилота за бедра. Основные детали этой системы делаются из толстой говяжьей кожи. Между системой ремней и приводом становится пластина из огнеупорного материала, обшитая тканью, что применяется в пожарных костюмах. С такой защитой можно хоть угли будет на спине жарить, так что температура двигателя не побеспокоит пилота. Ремни застегиваются на поясе, на груди, а также на бедрах. ГПМ крепится к поясу. Все детали держатся на заклепках, а также дополнительно сшиваются капроновой нитью. Обычные пряжки в данном случае будут не слишком удобные. Здесь использованы только современные. Основная часть привода крепится специальными болтами к спине. В целом, оригинальная стилистика ремней из анимации, не считая нижней половины, сохранилась. Более того, она получилась довольно удобной. Но одно беспокоит.
Вес всего того, что придется тащить пилоту на этих ремнях, может перевалить за 50 килограмм.